Друзья, всем огромный привет! Я нахожусь в Баку, и это мой небольшой влог из столицы Азербайджана. Погнали! Но начало моего путешествия началось в аэропорту с перелета Москва-Баку. Длительность полета 3,5 часа. Примерно над Астраханской областью снег на земле стал исчезать. И это означает, что мы летим в более южные широты. Во время посадки в Баку была пасмурная погода, и я впервые садился при порывах ветра до 23 метров в секунду. Но учитывая, что ветер был прямым, а не боковым, посадка прошла достаточно мягко. Паспортный контроль мы прошли достаточно быстро, и вот я уже по эскалатору спускаюсь в зону прилета. Перед вылетом я отмониторил, какие приложения такси появились в Баку, и я с удивлением узнал, что Яндекс.Гоу, который работает у нас, есть и в Баку, но называется Ян.Гоу. Интерфейс абсолютно такой же, даже моя учетная запись туда встала. Я вызвал такси и поехал в гостиницу. Основной путь из аэропорта проходит по проспекту Гейдара Алиева. Данный проспект является лицом города, ведь все прилетающие пассажиры едут именно здесь. Ну а это моя гостиница Аурум Отель. Номер был просторным и чистым, самое главное была мягкая кровать, на которой можно отдохнуть после долгого пути. Ну а перед сном я решил сходить в ресторан, который находился прямо напротив гостиницы. Ну а назывался он Родизио. Я заказал рыбный крем-суп, салат и курицу. Ну что ж, друзья, покушал плотно, очень даже не доел. Цены, конечно, в этом ресторане не супер бюджетные, но решил сходить там, где была гостиница. Поэтому я сейчас отдыхать. Встретимся на следующий день. Привез в Баку снег, мокро такой идет. Вот так вот гуляю по улочкам. Везде стройки идут. Этот выпуск будет не про какие-то супер популярные места.
про обычные, потому что про самые топовые у меня уже куча выпусков есть. Городские контрасты везде есть. Есть вот такие здания стоят и строятся на их месте вот такие высотки. Что ж, друзья, вышел прогуляться. Сегодня погода хорошая, решил немножко прогуляться, есть время. Посмотрим, в этих краях я никогда не гулял. Начало моей прогулки стартовало от турецкого посольства, которое стоит на улице Бакиханова. Классно постриженные туи. Или можжевельник это, я не знаю. Такие грибочки. Баку достаточно зеленый город, очень много хвойных. Это сразу замечается. В любом квартальчике практически есть небольшие парки с хвойными, ну или аллеи. И ты ходишь, дышишь свежим воздухом, можно сказать. Ну, как минимум компенсируется воздух, который портится машинами с помощью этих деревьев. А еще всегда заметно, в Баку очень много используется вместо тротуарной плитки обычная плитка. И когда подмораживает, конечно же, очень скользко. Ну, видимо, это не критично, потому что подмораживает не очень много. Но если вот тут будет снег лежать, я даже не представляю, как здесь ходить, это очень опасно. Захожу еще в один из парков. Сейчас тоже здесь прогуляюсь. Очень много вечно зеленых растений, потому что как таковых морозов не бывает в Баку. Их очень мало, да и снег практически не лежит. В дни моего пребывания очень прохладно получается. Где-то 4-5 градусов, не больше. Но сегодня вот как раз солнышко, как я говорил, вылезло. И более-менее нормальная погода. Продвигаясь дальше, я наткнулся на столпотворение городских голубей. Их здесь было несчетное количество.
тем забором вот находится Бакинский зоопарк. Что ж, приближаюсь еще к одной достопримечательности. Это центр Гейдара Алиева. Очень красивое здание. Я здесь уже тоже не раз был. Снимал один раз. Но раз мой путь лежит через это место, то, конечно же, можно прогуляться. Как же классно в январе месяце, в конце января наблюдать зеленую травку. Это просто песня. Если бы у нас такая погода была, у меня бы уже стройка, ремонт вообще бы начался уже. Дачный сезон бы был в самом разгаре. Но пока ждем. Видите, даже шапку снял, солнце стало пригревать, и уже на солнышке около 10 градусов. И можно без шапки гулять. Здесь особенно многолюдно вечером. Вот, потому что после работы люди сюда приходят. Ну и, разумеется, когда потеплее. Хотя я был в прошлый раз здесь тоже в январе. И тоже было очень многолюдно. Здесь на скейтах катаются, дети на качелях. В общем, культурный такой центр реально получается для жителей Баку. Что ж, подниму сейчас наверх к этому прекрасному футуристичному зданию. Походим там с вами тоже, посмотрим. Вечером здесь тоже очень красиво, идут всякие подсветки. Есть вот такие мини-водопады. Они даже зимой, как видите, работают. По такой брусчатке вода стекает. Журчание интересное. Наверное, здесь в жару прохлада идет. Плохая. Ну, в общем, прогуляться стоит, конечно же, и посетить это место обязательно, да. Да, уже, видите, требует немножко ремонта. Есть вот такие огрехи. Но я, посещая какие-то достопримечательности, никогда стараюсь, да и не замечаю, в принципе, такую ерунду. А есть люди, которые снимают и вот именно тычат во все вот эту вот гадость. Типа Варламова там, ой, смотрите, плитка разбитая в таком, сейчас говорю, в таком центре города. Центр Гейдара Алиева. Ой, смотрите, плитка разбита. Ну что ж, друзья, здесь я, пожалуй, с вами попрощаюсь. Было приятно с вами прогуляться по Баку. Всем пока, подписывайтесь на канал. До новых встреч.